Спасибо всем вам за то, что вы сегодня здесь. Сегодня у нас крутой гость. Это Мар, он шейпер из Калифорнии. Думаю, он расскажет нам много интересного о серфинге, серфбордах и жизни. Да. Мы хотим поблагодарить нашего спонсора. Это Monster Pizza. Вы... Это бесплатно. Да. Давайте поаплодируем Мару и начнем. Спасибо. Меня зовут Мар М. Марлос. Я родился в Колумбии, в Южной Америке, и покинул Колумбию, когда мне было 9 лет, и приехал в Санта-Крус, штат Калифорния, и именно тогда началось мое путешествие. И это было как минимум очень интересно. Санта-Крус — это место, где много мест для серфинга. Здесь есть потрясающие пляжные споты, потрясающие рифы. Но качество серфинга там совершенно иное, чем в большинстве стран мира. И именно об этом я хочу поговорить сегодня. Я хочу поговорить о шейпинге досок. Я не буду говорить об объеме досок, потому что это слово должно быть вычеркнуто из лексикона серферов. Любители объема, пожалуйста, никогда не говорите об этом. Но я хочу объяснить, почему это не тот термин, который следует использовать в серф-индустрии. Собираюсь поговорить о конкейве и рейлах, а также о заказе доски у шейпера, особенно если это ваша первая доска. Позвольте мне продолжить, просто нажмите пробел. Мой бренд «Фольклор». А кто этот худой парень? Так что, думаю, я сейчас тебе расскажу. Я родился в Колумбии, а вырос в Санта-Крузе, штат Калифорния. У меня было несколько очень хороших учителей. Мне было очень приятно. На самом деле, человеком, который научил меня серфингу, был Си Джей Нельсон. И он один из лучших лонгбордистов, как по мне, один из самых стильных серферов. Он и я вырос вместе с командой Санта-Круз. And I grew up with the Santa Cruz crew. Есть Джей Мориарти, есть Шайло, есть Джет, который является сыном Грега. Я не знаю, знаете ли вы, кто такой Грег Нолл? Люди на снимке, знаете ли, просто потрясающие. И вот я здесь. Когда я профессионально занимался серфингом, меня спонсировала компания O'Neill Surf Tech. Разные бренды. Вот так я и занялся шейпингом. В основном, да, шейпинг в целом. Так что я получил, то есть мне выпала большая честь работать с этими людьми. Первая доска, которую я купил, моя доска была сделана на заказ Джонни Райсом, джентльменом слева. Он первый коренной американец в Калифорнии, который действительно делает доски. И он действительно долгое время жил в Бразилии. И, знаете, португальский и испанский языки очень похожи. У него было прозвище для меня, и он называл меня Вагабунда, то есть как бы уличный бомж. Ну, вы знаете, в общем, как парень из низов. У меня появилась возможность взять большой кусок пенопласта, потому что в те времена у заготовок не было готового рокера. Например, сейчас можно купить заготовку с рокерами, так что шейпером стало намного проще. Но тогда это был просто кусок пенопласта, и для меня было просто удивительно видеть, как он просто взял этот кусок пенопласта и сделал из него лонгборд. Это снесло мне крышу. Для меня это было похоже на создание скульптуры. А так как я люблю работать руками, то, естественно, я просто прикипел к этому. Я просто влюбился в шейпинг. Я нахожу это совершенно волшебным. Это была первая доска, которую я получил, а после этого у меня появилась доска Мичелла. И Митчелл один из самых стильных лонгбордистов в Санта-Крузе, если говорить о разнице в возрасте. Потому что Митчелл тогда, знаете ли, было уже за 40, за 45. Мне сейчас 50 лет. Ну, мне не 50, но тогда мне было около 19 лет. Я звонил ему и говорил: чувак, ты такой старый. Он до сих пор так хорошо катается, знаете, разрывает, я имею в виду, очень стильный. А еще он делал доски. И у меня появилась возможность заказать у него парочку. И он вроде как спонсировал меня то тут, то там. Не прям спонсировал, но давал скидки то тут, то там. И так. Так что у меня появилась возможность наблюдать, как он шейпит. И это было совершенно невероятно, потому что у Джонни Райса был один стиль шейпинга досок, а у Митчелла был совершенно другой шейпинга. И, наконец, у меня был Боб Пирсон.
Боб Пирсон делает доски для серфинга Arrow Pearson в Санта-Крузе. В основном я воспринимаю Боба Пирсона как о Патрике Редсе здесь, на Бали. Если бы не Боб Пирсон, то серф-индустрия или серф-сцена в Санта-Крузе не была бы такой большой, как сейчас. Он спонсировал таких парней, как Питер Милл, Блоха, о которых большинство людей, вероятно, не слишком много знают, но они занимались серфингом на Мавериксе, и это были люди, которые действительно совершили революцию и оставили след в истории. Одного из парней, которого он спонсировал, звали Блоха. Позже я понял, почему они называют его Блохой. Потому что, когда он на волне, и впереди будет закрывающаяся секция, вы думаете, что и он ни за что не успеет. Вы просто думаете, что он ни за что не проедет эту секцию никак. Что-то подобное. В следующий момент он оказывается у вас прямо перед глазами. Ты такой, что за черт? В основном это мистер Блоха. Он создал множество фильмов о шортбордах, но также он потрясающий лонгбордист и делает удивительные лонгборды. Боб очень математичен, чему он меня и научил. Он стал моим главным спонсором на 10 лет, и я работал с ним над своей моделью лонгборда, которая называется Mar-Mar. По сути, это модель Боба, над которой мы работали вместе. И нам потребовалось 10 лет, чтобы сделать эту доску. Когда вы отрезаете объем от доски с носа, хвоста или ширину доски, вы должны компенсировать это в другом месте. И вы должны знать, где отнять от доски или добавить к ней. И это еще одно знание, которое я получил от этих джен. И это понятие «объем» или «литраж доски» не имеют никакого отношения к серф-индустрии. Этот термин был придуман Альмериком. Альмерик. Не приводите мои слова полностью, но Альмерик был одним из первых, кто создал станок с ЧПУ для изготовления досок и их резки. А если использовать 3D-программу, то она просто смотрит на кубические метры и выдает объем определенного размера, но это не имеет никакого отношения к доскам для серфинга. Так же, как ты показываешь мне сейчас. Например, у вас есть две машины, вы же не спрашиваете, какой у них объем, верно? Это просто форма машины. В общем, позже одним из моих наставников стал мистер Рэнди Френч. Рэнди основал компанию под названием SurfTech, и в основном он брал заготовки у всех самых известных шейперов в Соединенных Штатах. И он отвез его в Таиланд к Кобре. Не знаю, знаете ли вы, кто такой Кобра, но это, по сути, Патрик Редс. Он создал новый виндсерф для серфинга и использовал ту же технологию, что и в виндсерфах для производства досок для серфинга. Именно тогда и появилась технология SurfDeck. Когда я катался за Рэнди, Рэнди просто сказал мне: «Твоя работа — ломать мои доски. Иди и разбей мои доски, если сможешь». Я сломал одну и сломал ее самым глупым способом, какой только возможен. Я был очень потрясен тем, что просто совершил небольшую ошибку при падении, и она просто прогнулась. Это было странно, но я все равно продолжал кататься, и это удивительно. К сожалению, его больше нет в индустрии. Он стал членом 500 крупнейших компаний в мире и просто продал компанию. И он живет прекрасной жизнью в Санта-Крузе, но он один из моих наставников. Это те люди, за которыми я наблюдал, как он занимался шейпингом, и которые, по сути, подтолкнули меня к тому, чтобы начать заниматься шейпингом. Пожалуйста, когда же я начал заниматься своим брендом Folklore, я переехал из Калифорнии в Нью-Йорк, где, хотите верьте, хотите нет, занялся фольклором. Когда я отправился в Нью-Йорк, я не верил, что там есть волны. Я думал, что это миф. Знаете, вы видите всякие штуки в журналах. Но я подумал, да, точно, наступило лето, пришел свел, и я никогда не видел волн такого масштаба. Это были просто идеальные трубы. Некоторые из них невероятными, вода была теплой, и в это время в воде было около 2 или 3 парней. Поэтому я решил посмотреть, что есть в аренду из досок для серфинга, а их оказалось не так уж и много. Я увидел возможность и начал делать свои собственные доски. И мало кто знал, что я начал получать много заказов. Я был как бы новичком на этой сцене. И как шейперу, если у тебя нет наследия, тебе очень сложно попасть в индустрию, потому что люди начинают спрашивать, кто ты, черт возьми, такой.
Например, кто вас учил? Сложно рассказывать всем историю, которую я только что рассказал вам, но я не собирался всем доказывать свое право на шейпинг. Так что это гораздо сложнее. Такие парни, как Джет Ноу, могут просто продавать доски как сумасшедшие, потому что он Джет Ноу. Но если мы сделаем еще один слайд, пожалуйста. Так что, да, начал шейпить. И 2008 и 2012 годы занимался только фольклор. Знаете, я его запустил. Это была первая партия досок, которую я выпустил, и большинство из них были просто шортами. Мне тоже очень нравится шортборд, но я больше люблю веселые доски. Как вы видите, я очень худой парень. Хотите верьте, хотите нет, но я могу без проблем ноузрайдить на этих коротких досках. Но мне очень трудно поворачивать доски из-за своего веса, поэтому я начал посвящать большую часть своей жизни тому, как шейпить хвосты, чтобы легче поворачивать доску. Вот, как видите, это бэт-хвост летучая мышь. Неплохой хвост для поворотов. А придумал я это потому, что когда речь заходит об лонгборд-досках, на которых мы катаемся в Калифорнии, и о досках, на которых катаются на Бали, и о досках, на которых катаются в Австралии, то в Австралии они очень разные. Вы найдете доски, которые, уже нет, но в те времена, когда лонгбординг был очень популярен, лонгборды с ярко выраженным рокером, они были просто невероятно изогнуты, например, с хвостовым рокером и большим носовым рокером. Почему? Потому что даже на Гавайях, когда вы падаете в большие волны, вам нужен изогнутый нос. В противном случае вы будете просто задевать воду и падать. Рокер хорош тем, что вы не цепляетесь носом за воду, но жертвуете скоростью. И еще вы жертвуете тем, когда хотите сделать ноузрайд, вы бежите на нос в нужное время. Доска с вами приподнимаетесь на волне и застревает, и вам приходится отходить с носа. Просто это не обязательно не весело. Просто такие доски больше похожи на перформанс-лонгборды. В Калифорнии мы используем гораздо больше так называемых квадратных хвостов. А квадратные хвосты дают возможность к снэпу. А снэппинг — это тост, это когда вы поворачиваете доску или выставляете ее для ноузрайда. Для тех, кто знает, как кататься на носу или хотел научиться кататься на носу, вода останавливает поток из-под доски, по сути. У него больше нет пути к выходу из-под доск. Поэтому такой хвост имеет тенденцию просто вырваться наружу, потому что вода больше не сопротивляется и просто делает то, что делает. Поэтому у многих коротких досок много квадратных хвостов. Теперь мы плавно переходим к другому так называемому хвосту сквош, который позволяет не так сильно снэпать доску, но при этом поворачивать доску чуть проще. Так и появились хвосты сквош. А еще у нас есть круглый хвост. Разница в том, когда вы действительно собираетесь сделать полный поворот. В Калифорнии, например, в Санта-Крузе есть много рифовых спотов. И эти рифовые споты, что означает, что волна всегда приходит в одно и то же место. Это машина для создания волн. Я имею в виду, что это становится скучным. Не буду шутить, иногда доходило до того, что если не было идеальных 5-6 футов, то люди не выходили. Потому что ты думал, на этой мелочи не буду кататься, потому что я так избалован. Но в то же время это и хорошо, и плохо. Например, вы встречаете людей из Флориды, которые учатся серфингу на дерьмовых неровных волнах, едут на Гавайи и там укатывают их, потому что именно на таких волнах они и учатся серфингу на дерьмовых. А люди из Санья-Крус, отправляясь на Гавайи, словно окаменевают, потому что умеют кататься только на идеальных волнах. Это совершенно разные вещи. Но когда у вас большое плечо у волны, и волна такая идеальная и со стенкой, у вас больше места для выполнения раундхауса, как вы его называете. В общем, доска полностью разворачивается и ударяется в лип волны. А вот это то, что раунд-хвосты не делают. Они позволяют воде течь немного сильнее. Поэтому просто побольше обнимайте хвост. Так что все зависит от того, как вы хотите заниматься серфингом. Если вы собираетесь кататься на бичбрейке, если вы собираетесь кататься на рифовых спотах, все эти вещи имеют значение. И многие люди склонны искать идеальную доску. Серфборд — это, как если бы вы сказали, что ищете идеальный автомобиль, которого не существует.
Знаете, ожидается, что это будет что-то вроде швейцарского ножа. Например, ваша доска превратится в волшебную вещь, и вам придется приспосабливаться к ней. Доска не подстраивается под вас. Есть много вещей, которые вам нужно узнать, когда вы начнете заказывать свою доску. Какой хвост, какой нос, какие рейлы. Это небольшая история о различных видах хвостов. Затем у нас есть ласточкин хвост, который еще немного замедляет доску. Просто из-за потока воды они едут немного медленнее. Он как бы застревает в волне. Он похож на рыбу. Но, как я уже сказал, они просто генерируют, замедляют вас еще немного, и тогда у вас будет бэт-хвост. Честно говоря, это скорее эстетика. Это просто круто выглядит, но также, когда вы делаете поворот, вы чувствуете это. Он не так сильно снэпает, но и не похож на хвост сквоша. Так что у него есть свое маленькое ощущение, и вы снова чувствуете его. Знаете, даже когда вы едете на носу, она чувствуется по-другому. Доска не скользит туда-сюда, но, знаете, у него есть свои плюсы и минусы. Следующие лунные хвосты. Опять же, это то, с чем многие из нас играют. У меня есть модель, которую я использую, и которая называется Доджи. Один из моих райдеров в Улувату использует его. Мы установили на него каналы и сделали его квадом. И этот парень безумно крут на нем. Честно говоря, не знаю, как это работает, просто играемся с шейпом. Он также сильно врезается в волну, что создает хорошую скорость и сохраняет стабильность во время поворота. В основном это те хвосты, на которых я фокусируюсь, то есть то, о чем мы говорим, рейлы, о которых всем очень важно помнить. Low rails используются на перформанс-шортбордах. Если вам попадется лонгборд с низкими рейлами, не покупайте ее. Если вы видите доску с medium рейлами, средний рейл будет примерно таким, как у вас в магазине, ребята. Ну нет, вообще-то... Нет хорошего образца, но средний рейл не так перформанс, как low rail. Они не такие, как картофельные чипсы. Когда у вас hard rail, вода легко разрезается им, и вы развиваете большую скорость. Например, в фишах, я говорю про свой фиш, у меня есть хвосты, я вытягиваю их намного больше, потому что фиш сам по себе уже достаточно широкий. Чем шире доска, тем больше скорости генерируется в воде. Поэтому, когда у вас такая толстая, такая пухлая и такая маленькая доска, она создает слишком большую скорость, по крайней мере для меня. Как я уже говорил, трудно поворачивать доски, так что я гораздо сильнее вытягиваю хвост. И вы чувствуете это, когда поворачиваете доску, хвост флексит сильнее и толкает доску в воду. И я люблю это чувство, это мой стиль. И эти доски на самом деле имеют немного больше среднего рейла. Они идут от мягких до средних рейлов. Или вы можете сделать их более похожие на 50 рейлы. Они просто имеют тенденцию быть менее быстрыми. Они гораздо медленнее, так что они больше похожи на ретро, как бы возвращаясь к стилю. Просто выгните спину, наклонитесь и просто двигайтесь вверх-вниз по волне. И это очень полезно для лонгборд-досок, моих досок и досок Сукет. Мы используем много рейлов 50-50, и это то, что мы называем прижимным рейлом. И это позволяет вам делать так, когда вы находитесь в воде и ваш нос. И вообще здесь у вас есть возможность встать на обе ноги, потому что большинство людей склонны постоянно стоять вот так. Но если у вас будет возможность сделать это на своей доске, если вы будете раскачивать доску влево и вправо, и у вас будет сингл-фин, вы почувствуете, как доска раскачивается вот так. И это действительно очень весело, потому что позволяет вам прокладывать путь через волну и вниз по волне, а не просто стоять и ждать, пока доска немного сдвинется с места. Этот рейл позволяет делать то же самое на носу.
Так что, когда вы на носу и вам нужно маневрировать, он позволяет вам это сделать. Если бы у вас были более острые рейлы, вы бы не смогли этого сделать. Доска просто фиксируется. В этом, собственно, и заключается разница между 50-50 и жесткими рейлами. Он просто более игривый, в то время как другой просто как будто фиксируется немного больше, а затем 60-40. Он также используется в лонгбордах, зависит от шейпера. Я не люблю их использовать. Это просто мой, знаете, мой стиль. Но они также доступны. Итак, мы говорим о конкейве теперь. А нужны ли они вам? Задача конкейва — держать вас в кармане волны. Здесь я использую доску с конкейвом. Он приподнимает вас и удерживает в кармане, потому что вода течет под ним и позволяет доске сильнее отталкиваться от воды. Так что один из плюсов этого, он работает на волнах, которые очень похожи на бату-карас. Я не знаю, знакомы ли вы с волной или знаете с волнами, которые очень резкие. Опять же, это просто держит вас под замком, что очень хорошо. Но это также зависит и от толщины носа, если они слишком тонкие. Это работает только тогда, когда волны, как я уже сказал, должны быть почти идеальными. Если есть небольшой чоп или немного ветрено, вам нужен более толстый рейл или более толстый нос, потому что он будет проталкиваться через чоп и ветер. В противном случае вы застрянете в волне и просто потеряете волну. Так что, опять же, нужно продолжать пробовать, что работает лучше всего именно для вас. Вы знаете, что у вас может быть лонгборд, и у вашего друга есть такой же лонгборд, например. Вы не будете ездить на нем так же, как ваш друг. Просто вы два разных человека, разный вес, разное питание. В доске для серфинга так много переменных. Спасибо. Это Дион. Это в Бату-карасе, это очень классная волна, как вы видите. Все происходит очень быстро, и на доске нет конкейва. Эта доска абсолютно плоская. Но, видите ли, это просто поможет вам быстро пройти через все эти закрывающиеся секции. Он не удерживает вас, как это хотят сделать большинство людей, когда катаются на носу. Поэтому приходится идти на жертвы. В Калифорнии это очень полезная вещь, потому что волны здесь гораздо толще и шире, поэтому вам не обязательно нужен конкейв. Поэтому, когда у вас плоская доска. У меня был опыт катания на Noosa Heads в Австралии, и эта волна намного быстрее, чем кажется. Эта волна очень быстрая. У меня была доска с конкейвом на носу на доске, и я страдал. Я доходил до носа, и мне приходилось присаживаться, хвататься за рейл и пампить доску, как дрезину, чтобы она набрала скорость. А у всех остальных были просто плоские доски, и они просто катались, знаете, просто шли прямо сквозь волну. Есть разница между конкейвом на носу и тем же самым на хвосте. Знаете, конкейв-хвост. Это позволит вам всегда быть начеку. Так что вам просто нужно выработать свой стиль серфинга и понять, что вам нравится. Вот еще один пример. Это доска с большим конкейвом, поэтому она просто держит вас на носу. Итак, снова плюсы и минусы. Опять же, я худой парень, играющий на пианино. Если этот рейл слишком тонкий, то да. Но если бы немного чопило, он бы не работал так хорошо, потому что вы немного больше врезаетесь рейлом, чем нужно. Так что, опять же, вам придется поиграть с этим. Это все, что касается конкейвов. Итак, возвращаемся к литрам. Удивительно, когда люди приходят и спрашивают, сколько литров эта доска. Я думаю, что это вопрос, который не хочет слышать ни один шейпер. Для примера, эти две бутылки по 5 литров, они совершенно разные. Формы, они не будут одинаковыми, И вы можете по-разному распределять вес на доске. В середине доски толщина может быть больше, а рейлы острее. Все они отличаются друг от друга.
Так что объем и литры убираем эти слова из вашего лексикона. Как я уже сказал, альмерик. Только я не знаю, опять же, был ли это альмерик или нет. Но они начали клеить эти наклейки на доски для серфинга, сделанные машинным способом, и стали наклеивать их, ну знаете, на 2 литра, на 25 литров. Что бы это ни было, это неправильный способ измерения доски. Вы измеряете доску для серфинга по носу. В принципе, я могу быстро показать вам это. Отмерьте от носа вниз 1 фут. Таково правило. Сюда и сюда – это ширина вашего носа, так что этот может быть около 15,5. Посмотрите середину доски и измерьте там. Это примерно 22-21. С хвостом также 1 фут от хвоста вверх. И вот так вы можете сказать своему шейперу: давай сделаем такую доску. Это 1515 с четвертью, 16,5. Все зависит от ситуации. А внизу самый хвост вы можете измерить и это. Это может быть 7, 8, 9 дюймов. Все зависит от вашей задачи. У вас могут быть более узкие хвосты, более широкие. И, конечно же, толщина доски – это инструмент, который мы часто используем. Нужен для того, чтобы измерить толщину доски. И вы знаете, я могу просто положить это сюда или сюда, и это покажет мне толщину доски. Так что это 2,5 дюйма. Вот так можно измерять доски. То же самое с носом. Отмерьте дюйм от носа, и это будет та толщина, которую вы хотите получить на носу или рейлах. Это 3/4 дюйма. Можно взять половину, можно дюйм. Все зависит от того, какой у вас вес. И опять же, именно так, а не литрами, измеряются доски в серфинге. Поэтому я просто хочу поговорить об этом, потому что для шейпера это ничего не значит. Так тоже можно измерить доски, например, это мой фиш. Это нос 15 дюймов, ширина 15, хвост 15 дюймов, толщина доски 2,5. А еще у вас есть рокер, есть хвостовой и носовой рокеры. На чертеже досок можно найти самые разные вещи. Вы можете увеличить носовой или хвостовой рокер. Мне нравится, когда рокер на хвосте больше, чем рокер на носу, потому что это позволяет вам гораздо лучше nose-ride. Однако при этом вы жертвуете поворотами, так что всегда есть плюсы и минусы. Всегда нужно играть, всегда нужно чем-то жертвовать. И вот еще что. До того, как я стал шейпером, я был дизайнером. Я работаю в рекламной индустрии. Я занимаюсь этим уже очень давно. Мы дизайнеры, ну или чем вы там занимаетесь. Если вы делаете что-то с нуля, я уверен, что если вы это сделаете, то, что вы действительно любите. Вы же не хотите, чтобы кто-то просто скопировал ее в другом месте и увидел в другом месте, потому что это ваша работа. То же самое, что картина, украшения, дизайн футболки, купальник. Знаете, я настоятельно рекомендую вам больше так не делать. Если вы встретите шейпера, который скажет: да, я скопирую это для вас. В нем нет творческой целостности, неприятно видеть, что ваши доски просто копируют. Как я уже сказал, если у вас есть доска, потому что вы позаимствовали его у кого-то другого, и он вам понравился, и вы просто хотите иметь его копию, поверьте мне, она не будет ехать так же, как раньше. Постановка стопы, если вы гуфи, если обычная, если она шире, если она меньше, если вы, вы знаете, есть так, какой у вас вес, какой рост. Так что все это нужно учитывать. Если что, просто скажите своему шейперу: «Эй, я мне». Нравится конкретно эта доска, потому что она такая-то, такая-то и такая-то. А затем позвольте шейперу придумать свою собственную изюминку, свой собственный дизайн. И это еще кое-что, о чем я хотел поговорить. В общем, просто если вы, ребята, можете иметь это в виду, потому что я имею в виду, я знаю, что иногда вы хотите копировать доски. И, честно говоря, шейп-доски от Джонни Райса, шейпера, которого, к сожалению, больше нет с нами, он скончался. И это один из лучших лонгбордов, на котором я когда-либо катался. Я сломал эту доску пополам. Я заплакала. Я не шучу. Я был опустошен. Я сделал точную копию. Я скопировал его полностью. Это совсем не та доска. Она едет не так. Все было совершенно по-другому. И хотите верьте, хотите нет.
Но у каждой доски есть своя индивидуальность. Они разные. С некоторыми досками вы ладите, с некоторыми нет, некоторые вы ненавидите. Ты такой, что? Так что это... И я действительно хочу поговорить о мистере Патрике Редсе, потому что если бы не Патрик, я не знаю, знаете ли вы, ребята, кто такой Патрик? Знаете, он владеет серф-магазином Редс на Бали. Если бы не Патрик, у вас не было бы такого выбора досок, как на Бали. Если честно, он гений. Свой первый станок с ЧПУ он создал здесь, на Бали. Он сам делает бланки. На Бали много плохого говорят о заготовках для серфбордов, и я могу это понять, потому что в старые времена использовалось много листовых материалов. Редс и Патрика создают здесь заготовку плотностью 52 кубика. Это невероятно сложно. В Соединенных Штатах самое большое, что я могу получить, это 48. Так что просто подумайте об этом. Он делает очень хорошие заготовки. Смола, которую он использует, действительно очень хороша. Так что его работы действительно качественные. Здесь много досок, которые Патрик вырезает и затем покрывает стеклом. Вы просто видите разные формы от разных шейперов. Но если бы не он, у Бали не было бы. То количество досок, которые у нас сейчас есть. Далее, устойчивый серфинг – это действительно большая афера. В производстве досок для серфинга нет ничего экологичного, абсолютно ничего. Кто-нибудь был в шейпинг-комнате? Да, без маски. Да, это длится 2 минуты, и вам нужно уходить оттуда. Это невероятно токсично для организма. Мы возвращаемся домой и откашливаемся, я не шучу. Вы кашляете как сумасшедший. Смола проникает в кожу, потому что осколки стекловолокна такие маленькие, что прилипают к коже. Если вы не примете холодный душ, то ваша кожа будет гореть от этой пыли. Стекловолокно нельзя перерабатывать. Это полная чушь. Мне очень жаль. Тот, кто говорит вам, что делает экологичные доски типа, а они сделаны из стекловолокна и пенопласта, обманывает вас. Поэтому единственные экологичные доски – это доски, изготовленные из дерева. Это единственный sustainable способ производства досок. Все остальное невероятно токсично. Мы говорим о смолах. Речь идет об отвердителях, тонирующих смолах. В некоторых из них используются пигменты, полученные из грибов, которые просто потрясающие, но их хватает примерно на 1,5 месяца. И ваша доска снова становится белой. Так что хотите верьте, хотите нет, но да. В стекловолоконных плитах нет ничего экологичного. Материалы стоят дорого. Это еще одна вещь, которую вы знаете. У меня есть люди, которые присылают мне сообщения в Инстаграм и говорят: у вас 12 миллионов подписчиков. Я такой: чувак, это ерунда. Вы что, шутите? Доски в Калифорнии, например, стоят $1500 легко. Поэтому, когда люди жалуются на $700 здесь, на Бали, пожалуйста, не надо. Материалы невероятно дорогие, а труд, затрачиваемый на изготовление одной доски, очень тяжелый. Это как сделать лодку. Это один и тот же принцип. Возьмите пену. После обработки пены нужно уложить стекловолокна. Кто-нибудь уже прикасался к стеклопластику? Да, вы помните это? Я не знаю, как я уже сказал, я немного старше, но в старые времена был такой розыгрыш, и вы бросали его в детей. И это был такой зудящий порошок. И знаете, он заставлял детей чесаться. Это был чистый стеклопластик. Это был ад. По сути, это одно и то же. Когда прикасаешься к этому стекловолокну на доске, нужно быть очень осторожным. Затем нужно нанести смолу. Смола невероятно токсична. И не только это, но и отвердитель. Это еще хуже. Например, если вы решили проверить, смола в стакане это или отвердитель. Вы понюхаете стакан, запах отвердителя, ужасная головная боль вам обеспечена. Настолько токсично. И самое страшное, шлифовка доски для серфинга – это хуже всего. Вы должны быть почти похожи на астронавта. Вы должны полностью защитить себя костюмом себя с головы до ног,
потому что частицы стекловолокна начинают летать повсюду, и они крошечные, 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 крошечные. Я бы не хотел дышать этим, или чтобы оно попадало мне на кожу. После нужно нанести горячий слой смолы, еще больше смолы, а затем снова отшлифовать. Когда вы шлифуете доску, вы переходите от наждачной бумаги, начиная примерно с 600, нет, вообще-то 400, а заканчивают 1200-1800 при полировке доски. Так что работа по стеклению стоит очень дорого, и некоторые шейперы берут за это от $150 до $100. Это должно стоить гораздо больше денег. На изготовление досок уходит много труда. Поэтому, когда кто-то говорит вам, что на изготовление вашей доски уйдет 2-3 месяца, имейте это в виду, потому что есть целая очередь людей, которые заказывают другие доски. И это занимает очень много времени, чтобы выпустить доску в продажу. В это дерьмо вложено много труда. Снова устойчивый серфинг. Знаете, деревянные доски — единственное, что является экологичным. А если говорить о труде, то это сплошная морока. О, они прекрасны. Но есть вещи, которыми ты жертвуешь, например, рокер. У нас есть. Рокер сильно страдает, потому что из деревянной доски гораздо сложнее сделать рокер, в отличие от досок из пенопласта. Поэтому дешевые доски в итоге обойдутся вам гораздо дороже. А это. Я иду к китайским доскам. Появляется много новых брендов. А они производятся в Китае. Они используют очень дешевые материалы, очень дешевую пену. И хотите верьте, хотите нет, но это вредит вашему местному сообществу, вредит вашим местным шейперам, вредит многим людям. Вам может показаться привлекательным, если вы вдруг увидите доску, которая стоит $1200, а потом вы видите китайскую доску за $700. Вы покупаете китайскую доску, потому что не знаете ничего лучше. Но поверьте мне, вы покатаете эту доску и сломаете ее меньше, чем за месяц. У вас повсюду будут вмятины от давления, и в итоге это обойдется вам гораздо дороже. Вам придется вернуться за доской, которая действительно будет стоить того. А теперь еще кое-что, возвращающееся к устойчивой доске. Если вы хотите помочь окружающей среде с помощью экологичных досок для серфинга, купите доску с большим, крепкую, с большим количеством слоев стекла. Много стекловолокна, много стекла. Как вы можете видеть, это одна из моих демонстрационных досок. На самом деле это был кастом для человека, который хотел иметь быструю доску для катания на больших волнах и что-то легкое. На ней есть прешеры по всей палубе. Люди говорят, что им нужна легкая доска, потому что они не хотят иметь что-то тяжелое. Они могут нести его. Вот вам и жертва. Повсюду прешеры, и эта доска, к сожалению, не прослужит так долго, как некоторые из более тяжелых серф-досок. Вот как вы поможете окружающей среде с помощью этой долгоиграющей доски. Купите что-то дорогое, потому что вы знаете, что получаете хорошее качество, и оно прослужит вам долгое время. Да. Поддержите своего местного шейпера и свое сообщество, потому что все это возвращается к нам, и это хороший путь. Знаете, большинству из нас нравится Алекс, и мы не богатые люди, которые богаты до неприличия, просто делая доски для серфинга. Вы знаете, мы делаем то, что любим, верно? Честная жизнь. Но когда вы покупаете другие китайские бренды, как я уже сказал, вы не поддерживаете свое сообщество. Вот, собственно, и все. Так что извините за то, что я вас отвлекаю, но я думаю, что для меня было очень важно поговорить о лидерах и о китайском десанте, потому что, опять же, это то, от чего мы, как большинство шейперов, страдаем, особенно в Соединенных Штатах прямо сейчас. У меня есть доски, с которыми я не могу конкурировать, а они привозят их десятками. А поскольку Китай владеет всеми контейнерами в мире, они доставляют товары повсюду. И он становится... Это рынок. Как я уже сказал, против него очень трудно выступать. Но кроме этого, если у вас есть ко мне вопросы, я знаю, что в Инстаграм было несколько вопросов, на которые я могу помочь ответить. Настоящий вопрос. У вас есть кто-то? Да. Расскажите немного о ваших настройках плавников, рейлы, хвосты и всевозможные варианты плавников. Итак, установка плавников. Там.
Вот, я на минутку вытащу это. Нет, все в порядке. Я на самом деле рад. На самом деле я рад, что вы спросили об этом. Как вы можете видеть, мои доски, рейлы, которые у меня на досках, не обязательно совсем тонкие, бритвенно-тонкие на хвосте. Но многие шейперы жертвуют тонкостью рейлов и перемещают фин-бокс плавника вверх, потому что у них нет достаточно пены, чтобы поместить фин-бокс плавника назад, и вы жертвуете временем катания на носу. Это должно быть измерено в 4 дюймах от хвоста вверх. Большинство лонгбордов 5,5. Поэтому размещение плавников очень важный момент. Когда вы катаетесь на одноплавнике, если вы ставите плавник спереди, ваша доска всегда будет более свободной. Чем больше вы будете располагать его сзади, тем более жестким он будет. Поэтому, когда вы покупаете фины, они имеют более широкое основание, они более стабильны. Но, к сожалению, у вас нет достаточного хода, чтобы перемещать фины вверх и вниз. Лично мне нравятся плавники, которые имеют очень узкое основание, но при этом они очень высокие и очень изогнутые. Опять же, это я, потому что я худой парень, и мне трудно поворачивать доски, но для меня они поворачиваются с легкостью. А когда вы катаетесь на носу, он все равно удерживает вас на месте, потому что плавник такой длинный, что он стабилизируется и остается в воде. А плавники, это что-то вроде шин в вашем автомобиле. Вы знаете, что у вас могут быть разные высокопроизводительные шины, более плоские шины, более толстые шины. Это полностью меняет стиль катания на доске. Это касается и расположения плавников, и рейлы. Мне нравится, как я уже сказал, делать 50-50 инч рейл как можно чаще, потому что это позволяет вам делать это. Это гораздо более стильно. Вы просто откидываетесь на доску и чувствуете, как она едет. Когда у вас более острые рейлы, это создает гораздо большую скорость. Это не мое. Но, как я уже сказал, все зависит от того, на чем и как вы хотите кататься. Когда ко мне приходят новички, они спрашивают, какая доска им нужна. Мой первый ответ, и я знаю, что это звучит ужасно, это то, что когда вы встречаетесь, вы не хотите выходить замуж за первого встречного. Так что идите на свидание и берите на прокат другие доски для серфинга, если вы можете взять на прокат все виды досок. А потом, когда вы найдете что-то, что вам понравится, сделайте кастомную доску на этой основе. Но есть и то, что помогает. Если у вас есть конкретный серфер, вы смотрите на его стиль, и это помогает шейперу определить, какая доска вам нужна, исходя из стиля серфинга. Да. Какой был другой вопрос? Что касается рейлов и формы доски. В принципе, да. Так много вариантов простых плавников, действительно, их так много. Да, есть, очень много. И, например, вот это я называю гибридом. Это модель Marmor. Как вы можете видеть, самая широкая точка моей доски находится посередине, а затем хвост сужается. То же самое с носом. В нем есть немного ложки, но не очень много. Так что это позволяет вам, по правде говоря, легко поворачивать доску. Но вы жертвуете временем на носу. Но это скорее сбалансированная доска. Она позволяет делать все, что угодно на фоне того, что у вас есть. Как это или как большая сукет. Знаете, я тоже большой поклонник досок Виктора. Это калифорнийская свинья. В Калифорнии свинья называется свиньей, потому что, не знаю, знаете ли вы, как выглядит нос свиньи. Он толстый и выглядит вот так. Так что все точно так же. Переместите среднюю точку, ширину вниз, и тогда нос станет более узким. Так что для езды на носу это просто замечательно. Они действительно хороши для езды носом, но при этом вы жертвуете поворотами. Они немного более продвинутые. Так что если вы собираетесь начать кататься на лонгборде, вам просто нужно что-то более сбалансированное. Я бы рекомендовал что-то подобное, а не свинью, потому что это требует гораздо большего мастерства.
Есть доски на 3 плавниках. Это перформанс доски, которые лично мне не нравятся, потому что если вы собираетесь кататься на доске, как на шортборде, просто катайтесь на шортборде, понимаете? Но сейчас есть люди, которые ставят плавники твины на лонгборды, и, знаете, я вижу, как они катаются. Но да, опять же, вы постоянно играете, и это весело придумывать разные формы. To come up with different shapes. You know, I don't know if you ever ridden an asymmetrical board. Я не знаю, катались ли вы когда-нибудь на асимметричной доске. Они еще и очень веселые, потому что когда вы переходите на такие доски, вы занимаетесь серфингом по-другому. Когда вы едете спиной вперед, вы вкладываете в повороты гораздо больше энергии, чем когда вы делаете это на носках. Так что если вы собираетесь кататься бэксайд, я всегда рекомендую устанавливать квады. Я небольшой поклонник трастеров, это как кататься на трехколесном велосипеде. Знаете, вы не здесь и не там, просто когда у вас трастеры, потому что ваш плавник находится посередине, а 2 боковых плавника на жестком краю. В основном вы пытаетесь повернуть доску. Вы можете. Доска просто заблокирована. Так что единственный способ переместить эту доску – это большая скорость, и создавая эту скорость, с помощью квадов вы получаете больше гибкости, потому что у вас есть немного больше гибкости. Не так много, как, например, в Single Fin, потому что это совершенно другие рейлы, но вы, по крайней мере, можете это сделать. И когда вы едете в бэксайде, эта сила воплощается в этих 2 плавниках, так что вы действительно можете приложить усилия к плавникам. Поэтому он прекрасно подходит для бэксайда. Да, вот так. Какие виды продаж вы предпочитаете и почему? Как я уже сказал, я вырос на серфинге, потому что я из Калифорнии, из Санта-Круза, и это то, что мы обычно используем там, потому что это просто позволяет вам. Например, я, кажется, видел вопрос о том, что если бы вы приняли, перенеситесь из тропиков в холодную воду, и это совершенно другой способ езды. Если у волн длинное плечо, в принципе, на волне, это позволит вам сделать roundhouse cutback. Вам не нужен квадратный хвост, потому что, когда вы подниметесь и попытаетесь начать делать это, как я уже сказал, доска просто сделает снэп. Так что это не обязательно позволит вам просто сделать полный оборот, потому что, когда у вас хвост pintail, вода течет гораздо сильнее, это как бы сильнее обнимает доску, не позволяя ей снэпать. Так что все зависит от ситуации. Я бы хотел, чтобы был хвост, который бы подходил для всего, но я думаю, что один из самых желанных хвостов, который подходит для большинства длинных досок или для традиционных досок, это сквош-хвост. Это не pintail. Она не бывает ни круглой, ни квадратной. Это просто повсюду. Так что, если вы можете выбрать одну, я выберу ее. Снова сквош. Это просто больше похоже на то, что он тоже выглядит очень круто. Ну да. Что нужно знать, чтобы создать свою первую доску для серфинга? О, да, это отличный вопрос. Если вы хотите создать свою собственную доску, вы потратите больше денег на инструменты, чем на материал для доски. Потому что на самом деле все дело в правильном подборе инструментов для доски. Приобрести заготовку не так уж и дорого, а с тех пор, как в них встроены рокеры, это стало намного проще. Но рубанок обойдется вам примерно в $300. Затем необходимо отшлифовать. Вам нужны в основном шлифовальные машины. Это очень дорого. Как я уже сказал, если вы хотите сделать свою собственную доску и просто заниматься этим в качестве хобби, это, скорее всего, обойдется вам недешево, и я бы просто рекомендовал просто заказать доску. Но если вы хотите, просто продолжайте делать это сами. Да, вам придется инвестировать в инструменты, только инструменты обойдутся вам примерно в $1000 или $1500 плюс материал, доска. Это дорогое хобби. Какой эпоксидной смолой и стекловолокном лучше пользоваться? Какая марка, страна или тип, если не секрет? О, да. Значит, эпоксидная смола. Я не люблю работать с эпоксидной смолой, потому что эпоксидная смола мне просто не нравится. Он очень легкий. И когда вы формируете шейп, она не такая гладкая.
Поэтому вы можете испортить слово. Извините, я еще немного поработал над доской. Плюсы работы с эпоксидной смолой заключаются в том, что когда вы укладываете стекловолокно и смолу, она дает вам около часа на высыхание. Сушка по сравнению с сушкой полиэфирной смолы, если вы делаете правильную смесь и имеете правильную температуру, что на самом деле является невероятно сложной задачей. Это должно быть между. Извините, но я использую градусы Цельсия от 72 до 78. Если температура будет выше 78 градусов Цельсия, смола начнет высыхать, и у вас будет от 10 до 15, примерно 16 минут, чтобы уложить смолу, прежде чем она станет твердой. В сравнении с эпоксидной смолой это займет у вас от часа до 1,5 часов. Итак, вот плюсы эпоксидной смолы. Кроме того, эпоксидная смола намного легче. Но я не знаю, читали ли вы когда-нибудь, но что легкий лонгборд – это отстой. Так что да, мне это не нравится, если только вы не возьмете эпоксидную плиту и не станете ее просто стеклить. Очень тяжелый. А что касается смолы, то это лучшая смола, с которой я когда-либо работал. Его производят из стекловолокна Гавайи и стекловолокна Флорида, США. Это почти как... Я не хочу этого говорить, но это как сопли, вроде как тянущиеся сопли. Вы хотите этого? Поверьте, вам это нужно. Не стоит также выбирать что-то невероятно толстое, потому что его будет очень трудно нажимать. Чем больше воды в нем будет, тем лучше, и это лучшее, что я нашел. Здесь тоже есть очень хорошая смола, но она не так хороша, как та, которую я нашел в Соединенных Штатах. Пожалуйста, расскажите нам о своих лайфхаках с быстрым ремонтом досок. О, да, хорошо. Так что я знаю, что это продается на Бали. Вы видели сункира? Это как маленькая паста. Вы наносите ее на день и заклеиваете пластырем. Это так плохо для вашей доски. Это действительно быстрый способ. Но если вы отнесете ее к мастеру по ремонту дингов, ему придется ее вырезать, потому что она превратится в камень. Вот так он превращается в камень. Так что если вы хотите получить самый лучший хак, который только может быть, я знаю, но это зависит от размера вмятины, но если ее можно прикрыть, то первым делом нужно выгнать оттуда воду, насколько это возможно. Отсосите, но не проглатывайте это, потому что это ужасно. Выплюнь, потому что вы хотите, чтобы он высох. А если нет возможности исправить ситуацию сразу, я использую воск. Я беру воск и просто кладу его туда. Это предотвращает попадание воды. На Бали не продают клейкую ленту, что очень жаль, но клейкая лента – самый простой способ защиты. Просто, я имею в виду, ничего. Кстати, клейкую ленту очень трудно удалить, но вы просто наклеиваете ее вокруг пробоины, и все. Это простой хак. Думаю, лучше всего подходит специальный скотч от Dingo. В Джойсе есть он. Доски должны быть разными для разной температуры воды. Можно ли кататься в Арктике с досками с Бали? Shortly. Да, скорее. Да, все в порядке. О, да. И еще кое-что, связанное с вопросом о цветах на Бали. Чем темнее ваша доска, тем больше у него шансов пострадать, потому что, несмотря ни на что, в конце концов, у вас все равно есть активные ингредиенты внутри доски. У вас все еще есть смола, у вас все еще есть пена. А у меня были серф-трипы, когда я катался с досками на крыше, и я был идиотом. На улице было около 100 градусов. В следующий момент я услышал хлопок и подумал, что за дела? Я выхожу, а эта доска просто взорвалась сама по себе. Как будто она просто лопнула. Потому что когда доски нагреваются, они начинают раздуваться. Они также могут пузыриться. Так что чем темнее цвета, например, на Бали,
Если вам попадется черный лонгборд, то это, пожалуй, самое худшее, что может быть на Бали. Особенно если вы хорошо покатались, а потом решили выпить кофе, выйти и, вероятно, не имеете. Да, просто лучше со светлый оттенок. И чем светлее, тем лучше. Да? А потом. Но в Арктике, да, вы можете иметь доску без проблем. Следующий вопрос. Если вы крупный и красивый мужчина, около 95 килограммов, то это не мой вопрос. Какой объем и размер доски вы бы взяли на каждый день при среднем уровне серфинга? 95 kilos? That's what, like 200 pounds? 95 килограммов? Это сколько? Около 200 фунтов. Хорошо. Да, вам нужно что-то толстое. Вам точно нужно что-то толстое. Потому что, очевидно, вы давите на доску сильнее. Так что да, вам нужен достаточный объем. Это не тот объем, о котором я говорил ранее. Но да, вам точно нужна эта толщина. Что касается размера, это правда. Все зависит от ситуации. Скорее всего, средней длины. Вы можете начать со средней длины. Зависит от того, в каком стиле и на каких волнах он будет кататься. Множество переменных. Но, конечно, вам нужно что-то толстое. Если ваша доска сломалась пополам, вы можете починить ее и использовать снова, или все кончено? Все кончено. Все кончено. Да. Потому что вы теряете все силы. Вы можете это исправить. Есть способы исправить это. Вы можете положить больше волокна дерева вокруг него. Кстати, я был очень впечатлен. Я слежу за одним парнем в Инстаграм. Его зовут Властелин Дингов. Следите ли вы за этим парнем? Боже мой, этот парень волшебник. Он потрясающий. Ведь работа ремонтника гораздо сложнее, чем шейпера. Я очень уважаю этого парня. Он потрясающий. Он может вернуть к жизни любую доску. И я видел, как он делает несколько ремонтов. И ваша доска выглядит так, будто ее никогда не ломали. Но я не знаю, это точно. Это не будет похоже на то, что было раньше. Какую форму вы можете порекомендовать для 94 килограммов? 45 лет, не красавец, серфер среднего уровня, который в основном занимается серфингом на северных пляжах Сиднея от 2 до 4 футов. Он новичок? Да. Новичок. Новичок? Так какие вопросы вы задаете своим клиентам, когда они приходят к вам? И они могут сказать: о, их вес. И они похожи на новичков с Севера. Да. Так что же это за волна? В основном это зависит от условий серфинга, потому что если будет ветрено, вам нужно что-то более толстое, что поможет вам преодолевать чоп. Если у вас более тонкие рейлы, ваша доска будет застревать. Вы не сможете хорошо прокататься. Кроме того, чоп может сбить вас с волны. Если кто-то действительно хочет сделать свой первый кастом, я просто спрошу, какой серфер вам нравится больше всего. Почему именно этот стиль? Потому что это поможет мне определить, как они хотят кататься. Об этом тоже следует помнить. Потому что если вы сделаете очень тонкий хвост, ну, например, узкий, а у них очень большие ноги, они будут проскакивать по нему. Как я уже сказал, это почти как пошив костюма, например. Вы идете и покупаете костюм. Я же не собираюсь идти и измерять их вещи, но у женщин, как правило, руки короче, чем у мужчин, поэтому им не нужны более широкие доски. Им нужно что-то, что будет уже, чтобы лежало в руке, по крайней мере, меньше, чем на 22 дюйма. Можно сделать и 23 дюйма, но не стоит забывать и о том, что если девушка меньше, то не надо делать очень широкую доску. Это распространенная проблема. Да, можно обойтись и 21,5, так что... Да, потому что все зависит от размера человека. Как вы относитесь к тому, что шейперы копируют друг друга и популярные модели вроде Native? И можно ли вообще скопировать доску, ведь копии ведут себя по-другому? Определенно можно копировать и
Как я уже сказал, они едут по-другому. Я не думаю, что это круто, копировать другую доску для серфинга. Ко мне приходили люди и спрашивали: «Йо, ты можешь это сделать?» Я категорически отказался. Чего вы хотите, что вам в нем нравится, и тогда мы сможем поговорить о том, как что-то изменить. Но копируя, я просто не чувствую себя в своей тарелке. Это все, что я могу сказать. Например, вы же не хотите, чтобы вашу работу копировали где-то еще. Так не делайте этого. Не копируйте его. Добрый день. Когда ты говоришь о копировании, ты скорее имеешь в виду форму или дизайн? О, нет, форма. Похоже, что здесь сотни тысяч досок. Очень трудно не копировать кого-то. Ну да, не стоит. Мы все получаем вдохновение друг от друга, верно? Например, если я увижу доску для серфинга и мне нравятся эти цвета, знаете, мне нравятся эти цвета, но это вовсе не означает, что я такой. Пойду и скопирую. Идентично. Я собираюсь сделать кое-что немного другое. Я только что пришел из рекламной индустрии, и вы тоже. У нас в Соединенных Штатах есть вещи, которые были хороши в те времена. Это если я вижу, что кто-то копирует. Все, что я сделал, я могу предъявить им иск, могу обратиться в суд. И это, на мой взгляд, очень важно, потому что есть правила. А правила таковы: если вы собираетесь, чтобы скопировать кого-то, нужно как минимум измените 7 разных вещей из этого продукта, 7 разных ракурсов, что-то, да будет так. По крайней мере, это не идентичная копия. Так что если вы собираетесь применить это, то все в порядке. Но просто копировать кого-то прямо — это плохо. Просто я не думаю, что это круто. Да. Вы хотите, чтобы кто-то клонировал вас? Хочешь. Хотели бы вы, чтобы вас клонировали? Например, вы идете по улице, видите другого человека. So that was the last question. Yeah, so однако, thank you получаются so глупее. much for this lecture. Это был последний. Так что большое спасибо за эту лекцию. Это было классно. Hope you guys learned something. For sure. Yeah. Thanks for having me. Надеюсь, вы что-то узнали. Конечно. Ну да, спасибо, что пригласили.